Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Ну что, я вижу, здесь есть Темпларка, есть Спектра, есть Джакира. Жалко, конечно, нету Свена, но в принципе, тут можно реализовать одну интересную сборку. Я давненько на ней не играл. Я думаю, она часто встречается в ранговых катках, в рандоме просто и тому подобное. В общем, буду играть на убийцах плюс ведьмаках. Ну, скорее всего, так. Если же нет, то посмотрим от того, что будет идти. Возможно, я буду стартовать через орков, либо же... Не знаю, короче, на чем я буду стартовать. Давайте так. Я вот, как обычно, сейчас загадал со старта. А вот как оно будет приходить, от этого уже толкнемся. Кстати, напишите в комментариях, вы хотели бы увидеть сборку на зверях? Я пока не, но я буду брать по-любому себе 2 абадонов. Я возьму сначала орков, продам сейчас клокверка. Ну да, я, наверное, так все-таки сделаю. Заблокирую пул и возьму 2 абадонов. Все-таки 2 абадона со старта это очень сильно. А еще если у меня получится собрать рыцарей со старта, то это тоже будет довольно-таки неплохой старт для меня. Поэтому будем брать и делать именно так. Рыцари на самом деле довольно-таки неплохие персонажи против нежити, только если не соберут каких-либо ведьмаков, там либо не будет много чистого урона. В принципе, рыцари довольно-таки неплохо дефают охотников. Вот реально довольно-таки неплохо. Ну вот, в принципе, то, что я говорил. 2 абадона... Блин, знаете, в чем прикол? Я даже забыл сундучок активировать. Но у меня, в принципе, пришло то, что я и хотел. Это колечко плюс мана 30. Чем мана 40. Короче, колечко плюс мана 40. Это прям вообще, белиссимо. Белиссимо по той же причине, что это 2 универсальных предмета, которые можно чуть ли не использовать в любой сборке. Главное, чтобы мне сейчас на 3-м раунде не упала какая-то гномья брошка, иначе у меня просто будет небольшой тиль. Вот прям такой чуточку. Ну ладно, это уже тоже такое. В принципе, на самом деле, можно было бы здесь сыграть на богах, плюс магах, плюс драконы. То есть, в принципе, тут... Не, ну я... Я верю в 2 резаков больше. Поэтому я возьму 2 резаков. Еще и острый наруч упали. Боже, вот это вот подгон. Вот это я понимаю рандом со старта. Острые наручи. 2 абадона, 2 резака. Может мне сейчас просто на следующем раунде придет апгрейд. У меня сразу будет резак в 2, абадон в 2, губозакаточная машина в 3. То есть, ну вот, рандом может быть мне сейчас так, поблаговолить немножечко. Или это так задумано чисто со старта и все, больше как бы нет. Не придет мне больше. Вообще ничего не придет. В принципе, ну смотрите. Сейчас мета нежити охотников и тому подобное. То есть почти все, что связано с нежитью, это мета. По той лишь причине, что появилась Муэрта. Муэрта это тот персонаж. Это тот персонаж, который довольно-таки неплохо задалбивает. Я возьму уровень, чтобы мне фиолетовая фигура пришла пораньше. Может, мне реально получится ранее гоблинов собрать или что-то типа того хотя бы. Так вот, и в принципе, что рыцари, что гоблины неплохо дефуют нежить. Я не скажу, что идеально, но неплохо. Я сейчас, наверное, поставлю демона вот этого волшебника вместо Тинкера. И сделаю как-то так распределение по мане. Или это ошибка? Ну, короче, мне надо, чтобы 2 щита Абадона сработало. Остальное это уже такое. Так вот. Они неплохо дефуют нежить, но не идеально. И у гоблинов, что и у рыцарей, есть 2 огромных минуса. Вот у рыцарей, допустим, это то, что они не переносят чистый урон. И у них есть КД 3 секунды между щитами. Там, не дай боже, тебе все 3 щита активируются сразу, моментально. Лину возьму, может у меня получится баф людей поставить. Ну, похоже, моя удача ушла от меня. Просто улетучилась. Эльфов... Не, эльфов я уже не буду собирать. Мне, в принципе, для эльфов как-то не особо все поприходило, как надо. И, наверное, все-таки, не знаю, либо поставить клокверка. Клокверка? Какого клокверка? Наверное, вот так вот сделаю. Мне нужно же просто этот гоблин-убийца монеточку мне принес. Если он принесет мне монеточку, то будет вообще просто замечательно все. Вот это вот просто, это оно мне уже надоело. Я это просто сказал сколько раз. Раз 10, наверное, за прошедшую минуту. Просто слово паразит. В общем, если получится, поставлю баф людей. Не получится? Ладно. Получится собрать рыцарей? Шикарно, почему нет? Получится собрать баф гоблинов? То тоже шикарно, почему нет? Еще немножко что-то фризит, а по какой причине фризит, я сейчас не понял. Это что такое?
На самом деле, ребят, если вам падают наручи второго тира, вот эти вот острые, берите их. Берите по-любому, по той же причине, что это очень сильный предмет со старта. Это 100 физического урона. Ну все, я реализовал гоблина. Монетка есть. Гоблин реализовался. Рыцари поприходили, тролли. И, в принципе, можно было бы попробовать поставить баф рыцарей плюс троллей со старта. Потом кого-нибудь перестроиться. Рыцари, кстати, неплохо довольно-таки дефают гритеров. Не идеально, но неплохо. Жиры, главный минус рыцарей в том, что если сработает 3 щита одновременно, у вас будет щит через 3 секунды. И это на самом деле печально. Хотелось бы, конечно, поставить рыцарей. Надо внимательно сейчас следить за тем, кто что будет собирать. Если я в какой-то момент пропущу там чистый урон, то это будет довольно-таки плохо. На самом деле, если мне... Вот у меня сейчас гоблины, мехи приходят неплохо, я бы на самом деле лучше бы стартанул на гоблинах мехах. То есть, если придет бабка, то я по-любому ставлю гоблинов. Также, если я буду играть на гоблинах мехах, то я могу перестроиться в того же самого алхимика Кира, и будет вообще просто замечательно. Так как он мне еще и со старта пришел. Ой, со старта пришел. Тролль со старта мне пришел. Ну как со старта? На 8-м раунде, ну, в принципе, неплохо. Наверное, продам сейчас... Или выйти в 20 монет, или взять уровень. Надо сейчас подумать. Наверное, посижу в 20 монет. Чем быстрее я соберу себе 50 монет, тем быстрее я начну апать себе уровень. Причем по максимальной скорости. В идеале все это делать с винстриком, но это уже такое. Там маг-дракон собирается, то, что я вижу. Так, вот Гритер против меня. Ну, меня, скорее всего, Гритер заберет. Сейчас хроно на меня поставят, и все. И все. Если эти не закастят, ничего. Ну, кастуй, 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 дорогой, кастуй. Раздочек. Боже, если бы не этот баф инчи, я бы спокойненько бы сейчас его забрал. Но, скорее всего, я не заберу. Сейчас Гритер пару щитов кастанет на Тинкера, и все. Вот один щит. И второй щит. О, щит. Тюрьму. Ну, обидненько немножечко. Вот, обидненько. Так, Абадон в двойку. А можно было, чтобы чуть-чуть раньше пришел, а? Вот буквально бы вот на раунд раньше бы он в двойку пришел. И Резак в двойку на раунд раньше пришел. Было бы настолько все проще, настолько было бы все идеально. Я, кстати, поставлю Разора. Мне кажется, это будет намного профитнее, если я кого-то другого поставлю. У Разора все-таки массовый урон, почему нет? Я думаю, в принципе, это будет неплохо. Не идеально, конечно, но неплохо. Либо же баф гоблинов. Не, баф гоблинов мне сейчас не особо поможет, а вот, в принципе, разорчик с массовым уроном своим магическим, почему бы и нет? Вот, кстати, тут кунг-фу собирается. Непонятно просто немножко, что за кунг-фу. Кунг-фу маги какие-то. Ну, это, кстати, довольно было бы сильно. Но благо, что у меня есть Абадон в двойку. Из-за того, что у меня есть Абадон в двойку, я спокойно его сейчас пережил. Правда, я ему мало минус 3 всего лишь дал, ну ладно. О, цветочка. Цветочка это неплохо. Разора скипну. Это скипну. Халявный ролл есть, в принципе, нормально, пойдет. Больше скипать ничего не буду. Я, наверное... Или та. Я блинк, наверное, в Тинкера оставлю, либо же в цветку. Лучше, наверное, в цветку, по той лишь причине, что она будет прыгать, и она сможет вдруг чего уйти от того урона, который будет наносить, и нанести еще там урон. Ну, если, конечно, он успеет. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, я хотя бы выиграю. И я надеюсь, хотя бы, что у меня мехи выживут. Выживут мехи, будет все замечательно. Главное, чтобы они выживали. Чтобы халявный ролл получить. Но у меня, в принципе, сейчас довольно-таки хорошая ситуация. У меня 10 раунд, 30 монет, вообще просто песня. Гениально. У меня 99 хп и 30 монет. Я только сейчас на это внимание обратил. Вот, кстати, еще баф гоблинов получу сейчас. Вместо цветки поставлю, получу баф гоблинов. Хотя на самом деле цветку лучше не скипать. Мало ли мне сейчас еще одна цветочка. Ух ты. Еще один острый наручи. На самом деле это неплохой предмет. Ну а что я могу еще там получить? Ману, отражение. Я лучше возьму гарантированный предмет острые наручи.
Потому что чем чаще меня будут бить, тем, соответственно, чаще я буду их выносить. А так как если мне сейчас резак ранее придет в двойку, то это будет вообще песня. Но сейчас, кстати, неплохо. Не идеально, конечно, но неплохо. Знаете, какую я сборку вспомнил? Вот, ребят, я в начале ролика сказал о том, что хотели бы вы увидеть синергию зверей. Это первый момент. А второй момент, хотели бы вы увидеть реализацию полуорков под рыцарями и богами. Я думаю, сейчас в этом патче это можно просто идеально сделать. Я думаю, это будет очень даже круто. То есть напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть эти две сборки. Я постараюсь снять для вас этот контент. Если есть какие-то предложения, то пишите в комментариях тоже, не стесняйтесь. Я пытаюсь реализовывать их как-нибудь, просто как-нибудь. Получилось реализовать? Хорошо. Не получилось? Ну, что поделать. Такой рандом. Рыцаря я уже собирать не буду. Троллей пока тоже особо не буду собирать. Убийцы мне особо, ну, я их особо уже не собирал. То есть я постараюсь все-таки поиграть через алхимика тролля. То есть хочу попробовать поиграть через алхимика тролля по той лишь причине, что он довольно-таки сильный персонаж и против почти любой сборки. То есть, если вам алхимик в тройку ранее пришел, то вы по-любому забираете все сборки, которые будут против вас. Ну, я думаю, только Гриттер может огромные проблемы сопоставить вам. Ну и Жрец, если Жрец, конечно, тоже там в тройку соберется. Поэтому да, давайте пробовать реализовать все-таки это гоблины сейчас. Вот для старта это будут гоблины. Потом буду перестраиваться все-таки в алхимика. Я думаю, это будет хорошее решение. Если будет не очень хорошее решение, то ну, такое. Я, наверное, все-таки поставлю вместо тролля этого демона. Он будет высасывать ману и передавать мне, и тем самым откатывать способности. И вот просто посмотрите, на 13 раунде я уже покупаю уровень. На 13 раунде у меня хп 99, у меня почти все идеально. Там, конечно, против меня сейчас собирается нежить, уже собралось 6 штук. Надеюсь, мне гоблины ранее придут, потому что если придут ранние гоблины, я так нежить этого опасаться не буду до 9 раунда, до 9 уровня его. Но если же до 9 уровня, точнее, ну, короче, если мне ранние гоблины не придут, то у меня будет огромная проблема, так как нежить будет меня просто выносить вдоль и поперек. У меня вон тренд выносит. Тренд в этом патче какой-то безумный стал, отвечаю. Он реально очень сильный стал. Очень. И это не рофл. У меня даже резак не успел закасить свою способность, чтобы добить фуру. Спасибо, конечно, молодой. Возьму на всякий случай Гранд Геральда. Или не возьму? Не возьму. Скипну его. Не нужен. Может быть, кстати, если бы я только что в предыдущем раунде поставил тролля, то ситуация была бы немножечко другой. Но. Я не поставил, поэтому, ну, ладно. Можно было бы панду взять, поставить. Чтобы панда... Ну, может, кунг-фу там придется стартом. Может, что-то еще такое. Но я уже пропустил этот момент, когда эту панду стоило покупать. Ну, чисто для инкама можно было бы попробовать ее поставить. Но мне кажется, лучше сейчас уже максимально упороться либо в урон, либо во что-то другое. Ну, вот, кстати, сейчас нежить ко мне пришла. Давайте посмотрим, как оно меня разнесет. Благо у меня есть Абаддон в двойку. Благодаря ему я могу немножечко себя поддефать. Но, как мы видим, это мне не спасает. От слова совсем. Нормально так он меня испепелил. Минус 11 на лицо мне прикатил. Муэрта пришла. Короче. Алхимик, тролли и синергия Киры. Я считаю, это идеальная будет синергия сейчас. Как раз я давно не играл на такой сборочке, ребят. Поэтому по-любому нужно делать. По-любому. Будем пробовать, будем стараться. Надеюсь, конечно, все придет как надо. Я не откисну слишком рано. И, в принципе, все. Больше нечего как бы добавить. Что-то еще нос заложило. Капец. Вот что это за фризы сейчас? Я не понимаю. Не было фризов, а тут появились фризы. Неужели у меня комп не тащит эти шахматы? Похоже на то. Комп не тащит шахматы, получается. Получается, недостаточно мощный. Ну что ж.
Так, еще один острый наруч. У меня сегодня день острых наручей. Хорошо, конечно, что они не стакаются. Если бы острые наручи стакались, это была бы такая имба, прикиньте. В одном персонаже у вас 3 пары острых наручей, которые срабатывают раздельно друг от друга. Это же был бы, ну, такой кипиш лютый. И вот на самом деле, не знаю, либо мне идти сейчас сразу в 10 уровень, пока все более-менее хорошо и хп у меня достаточно, либо же мне ролиться на 8 и искать алхимика в двойку хотя бы. Короче, не совсем все понятно, но я думаю, по ходу игры разберем. Вот знаете, что мне не особо нравится? Это то, что я вот загадываю, пытаюсь, там думаю, рассуждаю, но по факту. По факту я буду смотреть то, что будет приходить. Например, вот как Дум мне на лицо сейчас выкатился. Выкатил своего Дума мне на лицо и просто Абаддоном мне заспамил. Крыса. Ненавижу Дума. Так, гоблина берем. Гидка... Нет, гидка не нужна. Ладно. Я думал, просто можно было бы и гидку еще собрать сверху, чуть-чуть, так, ну, чуточку. А потом понял, что а зачем она мне нужна? А неизвестно, зачем она мне нужна. Гоблина этого ставить я, наверное, уже не буду. Я лучше поставлю себе демоном. Он будет все-таки выкачивать ману, стараться. И мне нужен по-любому один волшебник. По-любому. Шанс 15% то, что мне придет алхимик. Но давайте... Вот смотрите, я сейчас сказал, а теперь вы напишите мне в комментариях, когда ко мне придет алхимик. Вот на каком раунде он ко мне придет, а потом напишите, когда он в двойку ко мне придет. Вот, допустим, у моего противника уже есть как бы алхимик. В единицу. А можно мне? Ну, только в двойку. Вот, чтобы до 20 раунда сейчас у меня был алхимик в двойку. Это было бы идеально. Так, волшебник пришел. Опа. Алхимик, отлично. Отлично. Так, выставляем. Так, все, фулл гоблины у меня есть. Фулл гоблины у меня есть. На самом деле сейчас Сабадон не особо вписывается как раз. Вообще цветка мне не нужна здесь. Вот если так подумать, то цветка мне не особо нужна. Кстати, Грангира, да, хорошо, что я сейчас поменял. Но я пока что немножко ее оставлю. Ну, мало ли, мало ли. Либо же продать. Или оставить, или продать. Но вот посмотрите, насколько гоблины помогают мне сейчас пережить вот этих вот охотников плюс нежить. Просто посмотрите, насколько много импакта. А все благодаря тому, что есть хп-реген, есть броня. ХП-реген, броня на всех своих союзников. Замечательно. Я считаю это замечательно. Просто взял и испепелил вот этого вот челика. Ну, неплохо пока приходит. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. На самом деле, мне вот эта вот волшебница, которая... Она мне не особо нужна. Вот если так хорошенечко подумать, то эта волшебница, она мне не нужна морская. Мне бы гримтача в двойку, чтобы просто когда я алхимиком съедал персонажей... Да, я гримтач все-таки возьму. Короче, мне нужен гримтач чисто для того, чтобы я его мог схавать. Так как он 2 уровня дает неплохо хп, неплохо урона с руки. То есть там все при себе. То есть все как надо. Вот это вот маг, конечно, со своей кунг-фу. Ой, как я обожаю кунг-фу. Как же кунг-фу наплевать на то, какой у тебя там билд, какая у тебя там синергия. Вообще наплевать. Он будет тебя выносить и все. И делай, что хочешь. Так, ну Абаддон в двоечку пока что мне еще нужен. Кунг-фу это, ну, это реально единственная синергия. Сейчас, секунду. Цвет я все-таки продам. И возьму лучше немножко уровня. Чем быстрее я выйду в 10, тем будет лучше для меня. Тогда я смогу перестраиваться, думать, что собирать дальше и тому подобное. Кто будет выживать. Там еще маг против меня собирается, я вижу, с кунг-фу.
В общем, кунг-фу это та синергия, которая абсолютно наплевать, какой у тебя билд. Абсолютно наплевать, какая у тебя там пятерка, там, ну, в 10 уровень, в 20 уровень. Что нужно для кунг-фу? Хорошие предметы. Вот со старта желательно острые наручи. В двоечку кунг-фу панда. И все замечательно, все прекрасно. Будете выносить все и вся. Вообще без единых каких-либо нареканий на то, что вы как-то проиграете. Намеканий, точнее. Намека. Каких намеканий? Вы слышали когда-нибудь такое слово намекание? Я вот не слышал. Я беру дезолятор. Мне у алхимика понадобится 100%. У меня есть еще 5 халявных роллов, но я их потом чуть-чуть использую. Клокверка уже продам, он мне особо нужен. И буду уже потихонечку собирать троллей. Но по дефолту, ну, кстати, эту волшебницу я продам, лучше возьму уровень 9. То есть у меня сейчас 21 раунд. 21 раунд, у меня 9 уровень. Довольно-таки, кстати, неплохо. А ну-ка, ребят, напишите мне в комментариях, когда я все-таки алхимика в двойку апну. На каком раунде? Вот у меня сейчас 9 уровень на 21 раунде. Это у меня 20% шанс, что выпадет фиолетовая фигура. Вот напишите мне в комменты, когда я апну алхимика себе в двойку. Мне очень интересно, на каком это раунде произойдет. Я, естественно, когда записываю этот ролик, я потом забуду. Но... Короче, байт на комментарий. Байт на комментарий на внимательность. Давайте ее проверим. Он, кстати, нежить против меня сейчас. Вот просто посмотрите, как гоблины со старта неплохо так решают проблему с нежитью. Единственный минус это то, что против вас, если Муэрта хорошая и у нее много предметов, то это единственная ваша проблема. Муэрта она бьет магическим уроном, когда перевоплощается в свою форму. И вот тут проблема появляется. То, что вы как бы дефаетесь от физического урона, но не от магического. И вот тут реальная проблема. Ну и тоже, сейчас он 9 себе нежити выставит и просто на лицо так мне... Короче, на лицо очень много выкатит. Так, некра берем. Яичко берем по-любому. Опа, алхимик. Я не хочу тратить яйцо на алхимика, поэтому я этого делать не буду. Гримтача я возьму, еще и МК пришел, обалдеть. Еще и опять некр пришел. Можно было бы уже выставить свою синергию. Кстати, предмет. Предмет забыл. Забыл за предмет. Но я успел. Тролля, агра я продавать не буду. Кстати, посмотрите, там посох 5 тира упал на кунг-фу. Это маг против меня. Ну вот, просто смотрите. А, я его вынес. Ну, в этот раз я его вынес. Мне повезло. Мне повезло, что у этого чувака сейчас не сработали вот эти вот магические кунг-фу способности. Очень повезло, что... Ух ты, какой хороший персонаж. На самом деле... Попробовать уже троллей выставить. Мне не хватит. Гоблины мне еще нужны. Где мой алхимик в двойку? Ну, тролль в двойку окей, он мне нужен. Ладно, я буду уже отказываться от гоблинов-мехов. Я буду уже ставить троллей. Да, я знаю, что, скорее всего, у меня сейчас будет стол намного слабее, я это прекрасно понимаю, но 6 троллей под таким алхимиком сейчас особо не зарешают. Вот реально не зарешают. Но у меня, в принципе, под бафом есть еще тролль вот этот. Мне главное сейчас найти алхимика в двойку. Вот я сейчас буду ролиться и находить алхимика в двойку. Мне это нужно. Еще, конечно, бы предметы переролить, но я переролю, наверное, предметы на 25 раунде. Раньше я не буду этого делать. Ну, кстати, неплохо так алхимик сейчас бьет. Хотя маловато урона у него для первого уровня все равно. Недостаточно, я бы так сказал. Ни от хила, ни урона. Если бы, наверное, у меня было 4 чернокнижника, то было бы намного проще. Ну иди мой алхим. Или это так, разовая акция. Один алхимик пришел и все, и до свидания. Так, Абадон, ну-ка давай погуляй. Я думаю, спектра будет намного мощнее, чем ты. Сейчас предметы еще ему перекину. Я вот думаю, колечко с маной ему отдать. Я думаю, да, можно. Почему нет?
Так, отлично. Мне вот это, конечно, кольцо магии ни к селу, ни к городу. Вообще не надо этот предмет мне. Я бы мог уже синергию Киры выставить, но я не верю в алхимика первую. Ну, в алхимик в единицу мне очень-очень слабый для меня. Если бы он был в двойку, то да ладно. Непонятно, что тут собирается. Тут либо эльфы, либо что собирается. Тут вообще ничего не понятно. Фу. Я только что заметил, что Чилу Винстрик сбил. До этого как-то я не обратил внимания, против кого я попался. Зато плюс 6, плюс сюда. Просто кэш сюда. Просто сюда кэш. Кэш бэкнул свои вложения. Так, надо немножко сейчас расстановочку поправить. У меня довольно-таки слабый стол. И если я оставлю все как есть, то меня мобы эти вынесут. Ну, кстати, Спектра неплохо справляется со своими обязанностями. Да что ж такое? Со своими обязанностями сейчас неплохо Спектра справляется. Бла-бла-бла. Боже, заговориться на такой элементарной фразе. И так могу только я. Опа! Вот это вот подгончик. Вот это вот я понимаю. Я сейчас Спектру, наверное, еще оставлю. Хотя не факт. Ты можешь перекинуть предмет, алло? Что за прикол? Вроде бы пинг нормальный, а почему такой пролаг только что был, когда я пытался предметы перекинуть? Тупо потратил пару секунд на то, чтобы перекинуть нормально предметы. Гениально. Сейчас, кстати, уже буду пытаться алхимика керить. Сейчас посмотрим, насколько это будет эффективно. Сразу говорю, я постоянно съедаю своим алхимиком вот этих волшебников. У меня плохие предметы. Давайте попробуем сейчас рвануть. Так, острые наручи я одни оставлю. Чего? Мне рапира упала? Неплохо. Так, погоди, я сейчас буду всех вообще испепелять. Я сейчас просто буду брать всех и испепелять. Единственное, что мне нужно все-таки брать уровень и выставлять чернокнижника, потому что мне, наверное, от хила не хватит. У меня... Не. Ну не. Я только рапиру получил, не выбивайте ее мне, а. Боже, как мне сейчас повезло. Честное слово. Мне очень сильно сейчас повезло. Не знаю, какие там молитвы услышал Господь Бог. Но рапиру я себе оставлю. Ну, кстати, сейчас поставлю 4 чернокнижника, чтобы у меня было 25% исцеления. Так, меняем вещь доктора на Хускара, потому что у него хп больше. Алхимика ставим на автопокупку на всякий случай. Ну, мало ли там... Ну, короче, мало ли. Может, я скипну случайно. Еще, кстати, есть пару предметов. Наверное, я все-таки острые наручи возьму к алхимику. Хотя не факт. Не, ну рапира со старта это, конечно, прекрасная тема. Что может быть лучше, чем не рапира, а? На самом деле, у меня нет ни одной шмотки дефа, по этой причине у меня будут такие огромные проблемы, скорее всего. То есть, из-за того, что у меня ни доспеха экзорцизма, ни бессмертия, то меня могут просто эту рапиру испепелить. Ух ты, боже, сколько урона, обалдеть. О, нет. Мне ГГ. А знаете, почему мне ГГ? Там собрался дракон-маг. И необычный дракон-маг. Там уже 9 магов. Фул драконы. Еще элементалистов баф есть. Короче, он сейчас меня с прокаса заберет и отнимет мою рапиру. Ну, как назло, как назло. Я не успею дожить до 30-го раунда, чтобы найти БКБшку. А еще будет хуже то, что БКБшка мне просто не придет. Я, кстати, сейчас перекинул хпшку в тролля, потому что когда я буду его хавать, я заберу у него часть хп его.
и забрал себе острые наручи. Все-таки мало ли какой-то контроль там прилетит, либо что-то еще. Острые наручи могут сработать от тычки и хоть чуть-чуть, но хп мне восстановят. Ну, там 25 хп, конечно, слезы, но все же. Лучше, чем ничего, правильно? Ну, плюс как деф айтем он неплохой. У меня просто 750 урона сейчас со старта. А интересно, сколько у меня будет, когда я сейчас всех схаваю? Сколько у меня урона будет? 1065 урона у меня. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Ну, но Ведьмаков я сейчас испепелил. Он себе сделал здесь билд, я так понимаю, Ведьмаки-драконы. Так, ну мне бы паролить. А, у него не фул драконы там, а мне что-то показалось, что у него фул драконы. Короче. Не знаю, я Хускара сейчас через яйцо буду апать. Там против меня есть маг-дракон. А из-за того, что у меня против меня там есть маг-дракон, вы сами должны понимать, что это не шутки сейчас. И я сейчас дальше буду экономить денежки, чтобы выйти в 50 монет и пытаться ролить алхимика. Мне может Хускар не помочь. Самое обидно то, что в действительности Хускар сейчас может мне не помочь. Сейчас он должен прийти ко мне уже маг-дракон по закону подлости. И я вот сейчас поставил как бы все в Хускара. А знаете, что самое будет обидно? Что сейчас ко мне не придет маг-дракон, а ко мне придет кто-то другой. И это будет прям вообще тильт. Тильт на 110%. Так. Ну да, ну да. Ко мне пришел не маг-дракон. Опа, подписчик. Боже, как это обидно. И рапира выпала. Ну... Еще сейчас этому зверю выпала рапира, да? Нет. А кому? А кому упала рапира сейчас? Я не понял. Боже, на самом деле... И у кого моя рапира? Ну, у кого моя рапира? Объясните. По идее, должна быть у этого зверя. А что она у него делает? Я проиграл зверю, а рапира упала моему ведьмаку. Ответьте своему подписчику, потому что я немножечко только что был на эмоциях и не мог ему сразу ответить. Спасибо, спасибо за удачу. Но моя уже удача улетучилась. Я уже свою рапиру проиграл, так что моя удача улетучилась. В принципе, теперь я могу вообще не опасаться никого. Но единственное, что действительно мне нужно пока в Хускара все вкидывать, пока не придет ко мне маг. Хотя я не знаю даже как... О, МКБшка, и БФ, и МКБ. Какие же хорошие предметы мне упали. Буду сейчас уже керить алхимика. Хускара я сейчас схавать не могу. На самом деле и МКБ, и БФ два отличных предмета. Ну, там, кстати, чел. Так, а у кого-то есть там миссы? Кира. Ну, смотрите, в катке миссов сейчас нет. Поэтому я возьму лучше Battle. Я еще думал, что я поменяю свой предмет, но... Так, куда... А, все правильно я сделал. Ну, давай. А БКБ можно мне придет? А? Пожалуйста. Отпечаток Киры мне сейчас... Ой. Ну, алое сердце, ладно. В принципе, оно неплохое. Но оно мне не нужно. Понимаете? Весь кринж состоит в том, что алое сердце, оно мне не нужно. Мне нужно БКБ. Там очень сильный маг. Этих-то я и так вынесу. Только не понял, почему в тайде бессмертия находятся сейчас. Вот это вот мне непонятно. А еще у меня стырили рапиру. Ребят, у меня стырили рапиру. Стырили. Надо в техническую поддержку писать о том, какого неизвестного лешего моя рапира находится вообще у Ведьмака Дракона. Я реально этот момент немножечко не понял.
И тут, кстати, некр будет посильнее, я возьму его, потом схаваю просто. Ну, кстати, сейчас вот этот вот... Или это... Бетрайдера схаваю, он будет сейчас посильнее чуть-чуть. На самом деле у меня сейчас небольшой тильт, вообще у меня дико заложен нос, это просто, ну, бесит. Не выпали защитные предметы, радуйся, радуйся, радуйся. Мне, чтобы тебя вынести, нужно единственное, это БКБ. Сейчас мы с тобой контент замутим. Я так понимаю, ты здесь сейчас всех подчистишь для нас двоих арену. Будем с тобой 1 на 1 меситься. Ты, конечно, без денег. А можно алхимик? Нет. Вот смотрите, мне выпала рапира, я ее проиграл. А теперь можно мне, пожалуйста, алхимик в тройку придет? Ну так, как я говорил, мы сейчас останемся с ним 1 на 1. Ни у кого, я так понимаю, нормальных защитных предметов нету. Да, там еще фулл зверь собрался через Киру, но защитных предметов нету. Но как же ему повезло то, что мне не выпало БКБ. Хотя на самом деле можно попробовать сейчас, может придет в этот раз. Давай я тебе рискнем. Без БКБ мне... Серьезно? Серьезно? Боже, рандом... Как бы, знаете, рандом стартанул, поощрил меня. И все. А потом просто головой в унитаз опустил несколько раз. Провтыкал рапиру. Какое там тебе БКБ? Не надо тебе это БКБ. Ну вот сейчас посмотрим, кто сильнее. Кира Лис или же Алхимик Кира? Я ставлю на Алхимика. Ну все, как я и сказал, я сейчас с магом 1 на 1 остаюсь. Не приходит мне БКБ. И все. Давай, БКБ. БКБ. Боже, спасибо тебе огромное, что мне пришло БКБ. Мана плюс 40 я отдам. Ну, конечно, в Хускара это не то. Но мне без разницы, кого сейчас у меня будет там находиться мана плюс 40. Так, алхимик еще один есть. Давай алхимик... Так, ты мне нужен вообще? Вообще ты мне не нужен. Ты слабее будешь. Все отлично. На всякий случай буду собирать еще морских сверху. Мало ли он меня там будет выносить сейчас просто невероятно сильно и мощно. Там Мэдмена очень хорошие предметы. У него посох великого мага, у него хекс. Но это ему вряд ли поможет. У него 9 магов, и у меня огромные проблемы против 9 магов будет, когда у меня будет падать БКБ. Ну, я винстрик ему сбил, все. Как бы отчет до твоей смерти запущен. Надо морских собирать потихонечку. Хускар. Хускар мне не нужен. Кстати, я забыл Гримтача перекинуть сейчас. Чтобы я его хавал. Еще один алхимик, отлично. Так, селедка погуляй, Хускар погуляй. Ты... Так, ты сюда. Так. Тебя вместо тебя. И Бэтрайдера вместо Гримтача, да? Да. Все, шикарно. У меня сейчас будет максимальный импакт в алхимике. Еще бы тролля собрать в троечку. Было бы идеально, чтобы он схавал его. Но для того, чтобы найти... Короче, идеально было бы, чтобы алхимик в тройку пришел. Что я несу? Несу какую-то ахинею и говорю вам ее. Нормально так придумал. Так, ну мне в идеале, чтобы сейчас криты еще упали. БКБ есть. У меня все эти 3 предмета, которые мне сейчас упали, они у меня есть. Поэтому мне они особо не нужны. Алое сердце, спасибо, конечно, но оно мне тоже не особо надо. Я, наверное, Фускара оставлю сейчас эти предметы. Знаете, я хочу, чтобы у меня была небольшая подстраховка в виде Хускара, который имеет полный резист к магии. Но морских я буду собирать. Потихонечку, понемножечку, но буду собирать. Так, этот огр мне не нужен, он бесполезен. Я его даже в двойку не хочу собирать. Зачем он нужен? Осталось 2 алхимика, чтобы не пришло, либо 2 яйца. Я за то, чтобы мне 2 яйца пришло. О, а ничего он там себе пандочку сделал. У него сейчас панда, если что, со скиллом 3-го тира. 3-го уровня, точнее. У него сильная сейчас панда. Заметили, как быстро мне Хускаров улетел?
А почему на меня не срабатывает баф 9 магов? Дебаф, точнее. БКБ у меня нет. Экзорцизма нет. Почему не срабатывает на меня дебаф 9 магов? Я думал, просто мне показалось из-за того, что у меня БКБ висит. И оно из-за этого не сработало. Но, скорее всего, не из-за этого оно не сработало. А ну-ка, ребят, кто знает, напишите в комментариях, потому что я, если честно, сейчас в таком небольшом замешательстве из-за такой темы. Так, селедочку продаем. Ну все, у меня, в принципе, даже морские заготовлены против него. То есть, если мне будет совершенно плохо, то я просто поставлю морских и вынесу его. Но если у меня соберется алхим в тройку, то мне даже морские, скорее всего, не понадобятся. Я, наверное, дозолятор скипну и возьму взять АЗСа. Хотя зачем оно мне? Мне чем больше урона, тем лучше. Правильно, правильно. Мне бы вообще криты какие-то упали, были бы идеально. Но Хускар у меня просто испепеляет. Заметьте, у меня Хускар в двойку, ребят. У меня просто Хускар в двойку. И он даже не выживает. То есть все настолько плохо. Так, один алхимик есть. Давай, одного алхимика. Яйцо либо алхимик. Боже, как тяжело эмоции передать. Вы себе просто представить не можете. У меня нос заложен, горло побаливает. Просто не могу эмоции нормально даже передать. На всякий случай возьму доспех экзорцизма, потому что у него есть башер. Мало ли что-то произойдет. Прилетит мне баш какой-то рандомный, шальной, и меня просто ваншотнут. Я этого не хочу, поэтому лучше я возьму доспех экзорцизма и буду немножечко, скажем так, максимально безопасен. А вообще, на самом деле, лучше бы, наверное, криты нашел. У меня и так безопасности много, поэтому лучше бы я нашел криты. Но то, что мне алхимик пришел на 38-м раунде в тройку, это прям счастье. Но я до сих пор не могу понять, по какой причине не срабатывает дебаф 9 магов. Кто знает, напишите в комментариях. Я, кстати, сейчас такой хитрый мув сделаю. Если он его не заметит, то я переставляю себе алхимика в эту сторону. Он у меня напрыгает на блинке к панде. Делаем такой шальной мув, чтобы он подумал, что я на ту сторону перепрыгну. Опа. Короче, зачем я это сделал? Видите, башер сработал сейчас на эту пандочку? Вот чисто из-за этого. Из-за того, что башер сработал на эту пандочку, у меня немножечко люди пожили. Там у него панда овер мощная. Так, морских немножечко соберу все-таки. Можно еще, кстати, Хускара поддефать чуть-чуть. Опа, так, медуза отлично собралась. Я, наверное, уже фул деньги солью, хотя можно не сливать, или слить, или не слить. Вообще, на самом деле, не знаю. Я думаю, скоро будет видно. Надо, не надо. Вот после этого раунда и посмотрим. В любом случае, все хп я ему не снесу. Я ему снесу где-то, ну сколько? 6 или 7 хп. Ну, короче, там я ему не все хп снесу. Не, ну катка довольно-таки классная. Тает, тролль. Берем, берем, берем. Ускар. Не нужен. Яйцо. Отлично. Тает. Селедочка. Весь морской состав на месте. МКБ. Возьмем МКБ. Вместо алого сердца. Но мне не надо. У меня сейчас почти идеальный билд. А, так все, я сейчас выиграл. Все, ему ГГ. Я еще сейчас Хускара схавал. Все. Как-то так. Как-то так. У меня даже нет слов больше. Крутая каточка вышла на самом-то деле. Такой вот у меня алхимик. А у него паночка, по-моему, была. А, он кунг-фу вообще выставить хотел. А в кого-то шмотки закинул.
Да, он, короче, выставил себе драконов, магов и кунг-фу. Но, в общем, вопросы на этот ролик. Почему не сработало 9 магов его? Почему его маги-драконы через 9 магов не сработали на моего алхимика, который был под синергией Киры? У меня ни одной защитной шмотки не было. У меня БКБ потом появилось. Почему у меня появилась неуязвимость к обледенению этому? Я немножко этого не понял. А еще обидно было, короче, спасибо хотя бы, что у меня алхимик в тройку собрался. Получилось сделать отличный контент. Хорошо мы все сыграли здесь. Мэдману привет, потому что он мой подписчик. Я ему в чате особо не отвечал, но ответил, конечно. Но все равно. Все равно ему привет, грубо говоря. Спасибо ему за такой интересный баттл в игре. Если бы на самом деле мне не пришло БКБ, то, скорее всего, он бы меня вынес без единого шанса. Но вот вопросы все-таки у меня остались. В конце он, конечно, хотел поставить себе фуловое кунг-фу, что и сделал, но оно ему не помогло. А, скорее всего, не помогло чисто из-за того... Ну, он, наверное, так сделал чисто из-за того, что, когда он делал 9 магов, он рассчитывал на то, что будет обморожение. Но нет. Как видим, нет. Ну, и обидно, конечно, за рапиру, то, что она выпала. Я не знаю, что... Ну, конечно, я знаю, из-за чего это произошло. Это чисто произошло из-за того, что... Я в Хускара шмотки перекинул, думая, что ко мне сейчас придет вот этот маг-дракон. Ну и все, в принципе. А так, каточка получилась классная. Единственное, что не могу выразить свои эмоции, как хотелось бы мне, но... Ладно. Ладно. В принципе, все. Всем огромное спасибо, не забудьте оставить свой лайк и комментарий, если ролик, соответственно, понравился. А также, я уже привык эту фразу говорить, с вас лайк, с меня контент. Поэтому, ребят, подписываемся, не стесняемся, цель 5000 подписчиков на ютубе. И у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу по обновлениям этой игры. У нас там есть чат комьюнити. А также я веду там небольшой свой личный блог и пишу, когда стримы. Ссылочка закреплена в комментариях. Всем удачи!